Не так давно на нашем канале выходил обзор новых компаний в eFootball 2024. Да и в целом, если вы в eFootball все еще играете, то наверняка знаете, что в игре сейчас проходят праздничные кампании. И когда казалось бы, что наконец-то Konami добавили хоть какой-то контент, хоть какие-то крупицы контента, которые некоторые все равно не воспринимают за контент, какие могут быть причины для недовольства, если не учитывать отсутствие новостей и какой-либо конкретики. А тем не менее, это самое недовольство присутствует. И объективно говоря, оно присутствует не без причины. И об этом сегодня и предлагаю поговорить. Как Konami постепенно, но все-таки наглеют. И рассмотрим мы это все дело на примере как раз-таки нового в кавычках контента, который появился с новыми компаниями в eFootball. Ну а перед тем, как приступить к нашей дискуссии, предлагаю обратить внимание на новость о том, что Лига Equalizer совместно с PES Makers и PES Pro Players открывают Лигу Equalizer на платформе ПК. Та самая лига, где у вас есть возможность собрать свой собственный уникальный клуб, развивать игроков, заниматься трансферами с живыми людьми, улучшать инфраструктуру клуба, в то время как все матчи проходят в режиме прямых эфиров. Все это и не только ожидает вас по ссылке в описании и в закрепленном комментарии. Если вам надоел опыт игры в eFootball, это прекрасная возможность его разнообразить. Помимо некоторых паков, ивентов, наград за выполнение тех или иных целей, также с новыми компаниями завезли и тематические формы, посвященные Хэллоуину и Дню Мертвых, которые проходят ежегодно в Мексике. Ну, казалось бы, ну добавили и добавили. Хоть какое-то разнообразие для вашей команды в Dream Team. Не все это играть какими-нибудь фейковыми формами или формами лицензированных клубов. Однако, если раньше мы получали подобные формы за розовые очки eFootball или получали их за прохождение каких-либо ивентов, то в этот раз Konami решили сделать эти формы платными и вынесли их в качестве отдельных наборов за целых 500 золотых монет eFootball. И по сути за два комплекта формы вам придется отдать 1000 золотых монет eFootball, то есть это почти половина того же клубного пака, который продается за 1500 монет. Однако в ситуации, когда вы покупаете клубный пак, вы получаете полный список основных футболистов того или иного клуба, плюс их тренера с отдельным бустом, то здесь вы получаете просто текстурку. И не просто текстурку, а текстурку, которую увидите только вы. То есть, неважно, играете вы в дивизионах, играете вы в ивентах, никто из ваших соперников не увидит эту самую форму, которую вы купили за 500 золотых монет. Так, в принципе, работают со всеми дополнительными комплектами, будь то подарочными или теми же дополнительными комплектами, которые раздавались в премиум паках в прошлом году. Но ранее формы не продавались отдельно за золотые монеты, а теперь они продаются. И кроме вас, никто не узнает, что вы их приобрели. И это только полбеды. Недовольство со стороны игроков по поводу того, что Konami додумали сделать формы платными, я в целом разделяю. Но, тем не менее, есть такие игроки, которые и с подобным решением в целом мирятся. И для них это, ну ничего особенного. Ну, сделали и сделали. Будут монеты — куплю, а если и будут, то, например, не куплю. Выбор мой. И, в принципе, каждый решает, покупать ему их или нет. Ну а вся проблема кроется в том, что эти самые формы лишь отчасти связаны с будущим контентом, о котором говорили ранее и о котором я хотел поговорить в недалеком будущем, а в частности с редактором. Некоторые мобильные игроки наверняка не знают о редакторе, потому что иногда встречаются вопросы, а что такое редактор? Но те, кто до сих пор играет в PES 2021 на консолях, на ПК, прекрасно знают, что редактор позволяет добавлять любые комплекты форм. И по сути до 21 части в режиме MyClub, в 21, в 20, в 19 частях, да и в предыдущих частях можно было для любой команды добавить свою форму, которую впоследствии можно было использовать в матчах онлайн, то есть в том же самом MyClub. И по сути, с появлением eFootball подобную возможность убрали. Теперь Konami самостоятельно добавляют некоторые комплекты форм, и вот с недавнего времени они решили сделать дополнительные формы платными за золотые монеты. То есть вместо того, чтобы предоставить игрокам редактор, который, может быть, не обладал бы всеми теми функциями, которые были раньше, хотя и это спорный момент, но тем не менее, чтобы хоть этот редактор обладал хоть какими-то такими базовыми функциями, наподобие изменения и добавления логотипов, форм, они выкатывают платные формы за 500 чертовых золотых монет. Вместо того, чтобы позволить игрокам творить, создавать, добавлять какие-то свои комплекты форм, Konami решают как можно дольше оттягивать момент с редактором, и вместо этого
как-то по-кощунски, что ли, добавлять вот такие вот комплекты форм и требовать за них 500 золотых монет eFootball. Я думаю, у большинства игроков, и у меня в том числе, было бы намного меньше претензий, если бы Konami выкатили нечто подобное, но связанное с реальными комплектами форм, с комплектами форм лицензированных партнерских клубов, например, ретро-комплекта Барселоны, Манчестер Юнайтеда, Баварии, Ромы, Наполи и так далее. С учетом того, что подобный опыт уже был только в премиальных паках, которые выходили в прошлом году. Точно так же, как и эти формы за 500 монет, кроме меня и других игроков, их никто не видит, кто также располагает этими формами, но тем не менее я все равно ощущал, что это все-таки какой-то, но своего рода эксклюзивный контент. А здесь же формы, посвященные тому или иному празднику, в исполнении разработчиков под брендом eFootball, ну ценность, ну такая себе, знаете ли. И за это, опять же, они требуют 500 чертовых золотых монет. В общем, жадность Konami не знает пределов, и пока мы наивно ждем каких-то новостей касаемо там будущего контента, будущих каких-нибудь там паков, будущих режимов, Konami просто плевать, они плывут по течению и выкатывают подобного рода вот наборы с формами за 500 монет, пока некоторые ждут редактора, чтобы добавить какие-то свои формы, обновить там логотипы. Судя по всему, с такими темпами о таких вот мыслях придется, ну, все-таки позабыть, потому что во главу собственных приоритетов они ставят заработок. Конечно, это было очевидно и до этого, но уже складывается ощущение, что Konami сами все понимают и просто выжимают остатки из некоторых платежеспособных игроков. Иначе я не знаю, как это еще назвать. Может быть, у вас есть мысли на этот счет? Буду рад узнать их в комментариях под этим роликом. Не забывайте поддерживать его также своими лайками, а канал подпиской и колокольчиком. У меня на этом все. Всем спасибо за внимание, всем спасибо за активность. Услышимся в следующих видео на канале Realistic PS. Всем пока!